Эй, привет, это Никит Гейм, и мы продолжаем Shipgraveyard Simulator 2. На разборке Big Chunk стоит. Я думаю, с чего бы начать. Рассматривал такие варианты, чтобы взять корпус в первую очередь, попробовать разобрать. Также нам нужно вот эти вот вещи сделать. Всем этим мы займемся прямо сейчас. Давай, наверное, все-таки будем с самого конца начинать. Итого, нам нужно все это разбить. Вот так вот, прям везде. Бью по полу, ничего не осталось на этом этаже у нас такого, что нужно забирать краном или лебедкой, поэтому без проблем разносим пол прям везде в округе. Плюс ко всему он, скорее всего, правильно, двухслойный. Побьем это, побьем то. Сейчас попробуем избавиться все-таки от левой и правой части корпуса, а потом уже дальше пойдем. То есть, как бы, да, сначала вроде бы как логично убирать все, что наверху, но с другой стороны, вторая логика — это все убирать или с носа корабля до конца, или с конца до носа. Я решил вот так вот сделать. В любом случае мы будем бить как бы все. Чуть-чуть там походил, чуть-чуть там походил. Моя задача в первую очередь все-таки состоит в том, чтобы убрать даже не то, что стены, пол и потолок. Я на всякий случай хочу в первую очередь все-таки избавиться от больших элементов. Соответственно, те особенно, которые у нас управляются лебедкой и краном. Все равно все упадет в кучу, ничего страшного в этом нет. Ну, естественно, здесь, если я даже разобью пол, скорее всего, по классике стены останутся у нас в подвешенном состоянии. У меня постоянно интересная такая желаемость, желаю. У меня всегда интересно так вот, желание появляется проверить, разбивается ли, когда пол, разрушаются ли стены. То есть... Ну вот, я не понимаю, почему иногда они висят. То есть, говорилось иногда за то, что их что-то держит, типа лестницы или что-то еще. Но они же бывают реально просто в воздухе висят. Другая какая-то лестница типа держит, да. Но почему? С какого фига вообще? Так быть не должно, так, конечно, есть. И в основном будет, походу, на всех кораблях. Но... Я сколько жду, никто это не чинит. Эти баги как присутствовали, так и присутствуют. А мы пытаемся как-то между ними вилять и что-то с этим делать. Ну, короче, все знают, кто давно меня смотрит, что у меня своеобразная разборка. Я ее делаю как-то по-своему, по-другому. Не так, как многие. Ну, вот мне прикол. Знаешь, вот так вот. Может, это, конечно, вырви глаз, хаотично, или кому как угодно так называть. Но вот. Я интересно двигаюсь, по-другому делаю. И в любом случае, как бы результат, естественно, такой же, как и у всех. Самое главное — разобрать, соответственно, корабль. Конечно, иногда, наверное, все-таки проблема в том, что я неправильно делаю, из-за этого теряю периодически ресурсы. Но тут еще играет роль просто иногда незнание, как правильно нужно подобраться. Иногда банальная невнимательность. Без нее тоже никуда. Есть как есть. Короче, это падает. Ну и пусть себе падает. У нас как раз будет небольшой проход вниз. Вот так. Вот это бы убрать. Ну, когда-то будет. В общем-то, второй слой welcome. Попробовать, не трогая первый, разбить. Это не самый удобный вариант, но все же. Таким образом не придется сейчас вызывать крановщика, который вызовет нам лаги. Также... спасибо. Также, естественно, это экономия времени. Ай. Остудись. Подожди. А где же взялась там электричество? Оголенный провод. Где он? Нужно будет спускаться искать. Я и так вижу, в принципе, между вот этими вещами, как разбить. Потом, если останутся какие-либо
ну, недобитки, да, можно подойти и исправить этот момент. Поэтому пока что так тогда делаю. Вопрос там, если что-то держится, опять же, можно было спуститься вниз посмотреть. Может быть, мне только по периметру походить, побить. Остальное все само упадет. Тоже как вариант. Наверное, я так и сделаю. То есть я в центр на данный момент не буду идти. Но все свалится, что возможно. Появится щель, там будет вид. Благо, хотя бы он вот так вот бьет через разбитую. Это очень удобно. Значит, здесь практически готово. Даже немножечко поубирал все равно. Некоторые предметы мешают. И это разваливаем. Это сразу же скидываем. Грузовичок под боком. Вот. Появляются недобитые элементы. Некоторые просто почему-то падать не хотят. Но это тоже классика. Пошло-поехало. А ну-ка, если здесь? Все-таки все бить будем. Так, здесь и стены мешают, естественно. Разбиваю сначала то, что готово. Перегруз. Ну-ка, докинешь? Отлично. Но не лагай. Есть. О! Ты-то мне и нужен. Начну тогда сразу же заполнять мобильный груз, чтобы в скором времени его отправить. Здесь нам нужно найти выключатель, который нам мешал. О! Все так просто. Или это не он? А, даже так. Хорошо. А если я в полете попытаюсь его отключить? О, как раз. Отлично застрял. Значит, мне нужно посмотреть, что там между. Немножечко выше меня. Вот тут. Потому что вот, допустим, будет сейчас проход. Станет виднее. Что здесь? По-любому могут взять, засунуть то, что может свалиться, если я это не отправлю краном. Поэтому нужно быть аккуратнее. Значит, с этим этажом, в принципе, как бы позже разберемся. Это опять же сейчас. Тебе, чтобы у меня было свободно. Тут придерживается. Значит, вот тут мы развалим, вот тут мы развалим. Упадет этот этаж до конца. Это я хочу сделать прямо сейчас. Вторая сторона пошла. Пособираю ресурсы так, чтобы я понимал, что у меня осталось закреплено, а что нет. Тебе. Далее. Кто тебя здесь держит? Никто. Но я сразу беру этаж. Да, один раз залезем. Быстренько добиваем. Больше к этому не возвращаемся. Потом нужно будет лебедкой подсветить, кто еще мешает. Так, конечно, не сообразишь сразу. Полетели. И... решил тут остаться. Больше никого, да? Больше никого, но мне... Подожди, мне вниз не нужно. Мне еще вот здесь вот добивать. Сейчас этаж развалится на ура.
Нет, он, кстати, не развалится еще. Секунду. Его как раз держат. Молодец. Ну ты профессионал, найдешь куда попасть. Держат вот эти вот моменты, кстати. Здесь стена. И со второй стороны такая же стена. Я ее уже видел. О, пропустил. Вот. Теперь норм. Лестница. Говорим ей до свидания. Не хочешь упасть? Не хочет упасть. Вот почему? Думаешь, я по-другому не справлюсь с тобой? Может, и не справлюсь. Я ничему не уверен, просто потому что кто его знает, что ее держит. Вот, теперь никто не держит. Эту на всякий случай оставлю, чтобы пол не долбить. Далее вот эту стену. Только пытаюсь наверх, начинаю думать. Долговато. Да. Минус. Минус есть, ничего не потеряно, это самое главное. Ну и теперь тогда, Пановщик, твой выход. Уже хоть как-то более-менее это было в сносном виде здесь выглядело. Сколько занимает место? Ага. Вот аж до сюда. И не факт, кстати, что я сразу уберу борт. Возможно, мне в первую очередь сначала нужно будет вот это поднять. Во-первых, не разрушены крепления. Во-вторых, потом разберемся. Если я не ошибаюсь, да. Есть еще вот это. Пока на этом этаже сразу порежу. Больше ничего. Тут также. И... Ладно, с остальным потом, да. И меня сейчас вниз пустят. Вот это я люблю, мне нравится. Так, оп. Сразу снова слева-справа. Так, здесь и готово. Да, пройдусь. Значит, балка это в принципе как бы не нужна. Если она сразу же уйдет, это ничего плохого от этого не будет. Много этажей. Я уже вижу, получается, судя по балке, сколько разрезали. И сколько еще вниз приходится до сих пор спускаться. А параллельно, кстати, это неплохой вариант. Мы сейчас в одном месте работаем. Еще и заодно нашел, где отключить электричество. И там по низу где-то еще. И его прям много. И везде оголенные провода. Что же вы натворили? Вот оно. Ну изи же. И еще там, ну, туда мы пока точно не пойдем, поэтому можно работать здесь. Оп,
Главное, чтобы я не упал, мне еще тут работать. Все. По всей видимости, дно. И как раз открепили заднюю часть в всех этажах. Тоже нужное занятие. Что, если повезет, мы скоро отправим этот хвостик, короче, кораблика. Че, Бигчан, готов? Скоро уедешь. Как-то громко было. Вот я никуда не упал. Вот. Вот и оно. Поехал. 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 И четвертый поехал. Отлично. Прям супер замечательно. Значит, здесь у нас что-то... Я бы так просто, конечно, честно говоря, не лез бы сюда, потому что, зная разные подставы, здесь, возможно, какая-то проходит труба в стене. Я же говорил. Я же говорил. Я же говорил. Ну ладно, ничего страшного. Здесь что могло упасть? Огромного двигателя здесь не было, это точно, потому что здесь была стена. Вот здесь ничего не показывает. И, скорее всего, такая же ситуация. Если мы тогда пробьемся, вот. Значит, что тут было? Я хочу посмотреть на этом этаже. Скорее всего, там пропорционально и с той стороны. Насколько много, в общем, я чего-то потерял. Написала, опоры удалены, соответственно, что-то отпало. Двигатель был. Хорошо. Двигателя у меня не было по задаче. Я его... Из-за него ничего не потерял. Если мы спустимся вниз, труба, конечно, есть. И она, возможно, об стену держится. А ну-ка, покажи. Нет, вот это, по-моему, в решетку ничего не цепляется. В общем, и эта система отвалилась, это явно. Я говорил, в принципе, об этом. Я был полностью к этому готов. И ничего страшного. Быстренький разбор нам тоже не повредит. Крановщик освободился. Значит, полетели. В общем, если что, это будет уроком для тех, кто разбирает и еще не полностью разбирается в корабле и что от него ожидать. То просто так, особенно на вот этих рыбацких военных кораблях, просто так стены долбить в любом месте не вариант. Потому что там очень часто какие-то могут быть трубы. А я что дальше делаю? А я дальше вот это сам лучше пособираю, чтобы крановщик там нам тут не тормозил. И буду смотреть, что мне нужно открепить, чтобы отправить корпус. Естественно, это в первую очередь пилится. Там ничего. Тут есть. Сзади, возможно, тоже. Идем проверять. Тут еще по бокам достаточно. Далее. Чисто. Так же само. А потом пол нужно будет открепить. Все. Кто нам мешает? Нам мешает... Кстати, вот что нам нужно в первую очередь еще отправить, чтобы уже не переживать. Раз уже начал задней частью заниматься, нужно будет от верха до низа плотно
правильно все разобрать. Собрал. Собрал. Тут горелка пошла в дело. Вот здесь снова же такая подстава, что дали нам типа, на, пожалуйста, мобильный груз. Хотя по факту он здесь не прям очень обязательный, потому что он и так в порядке кидает с этого места в грузовик, если правильно к нему подъехать. Соответственно, это специально, чтобы типа нам жалко было его пустым отправлять. Мы тут что-то парились, как-то изощрялись или не могли его заполнить или заполнить, пытаться чем-то там оставлять пол. Но у нас тут ресурсов как бы многовато. Он, наверное, в ближайшее время все равно закроется. Закроется в плане сеткой. Вот поэтому я его сейчас и заполняю, чтобы тоже, опять же, не пустым и не целиться в грузовик, но в ближайшее время от него нужно избавиться. Далее. По верхам придется пройтись разочек. Там стены и пол. Вот здесь прям везде. Плюс двойные. А вот теперь откуда? Ага. Ловит самого грузовика. Ну и отлично. Очень удобно. И опять же, очень быстро... Не туда навелся. Очень быстро забиваемся. Ну, ты вовремя сохраниться решил, молодец. Лучше бы это было перед тем, как я потерял груз. Ну и ладно. Не суть. Самое главное сейчас все от борта открепить. Тихо, не падай. Подрываю. Вот это тоже, наверное, мешает. Вот это. До каких пор у нас как раз это далеко? Первый слой готов. Это есть. Можно использовать небольшой лайфхак, чтобы прям все подряд не бить. Значит, на лебедочку. Ну, можно было все подряд бить, но я хочу прям побыстрее максимально убрать только то, что мне мешает. И дальше будет видно. Значит, и прикол в том, что мешают стены. Хотя по факту должен мешать пол. Ладно, открепим по-другому. Не буду я там пытаться подлезть никак. Я отобью везде нижнюю стену. Все равно где-то нужно будет и верхний. Ну вот здесь, например, отлично.
Куда кинуть? Меня радует то, что мне ящики не придется разбирать долго и нудно. По крайней мере, сзади. Все улетит или в мобильный груз, или в грузовик. Полетел. Почему нет? Значит, все равно А, держит. Ладно. Что ж поделать. Ну, если это даже считается за... А это за что держится? Все равно якобы держится. И это будет держаться. Гениально просто. Просто гениально. На весу. Это меня больше всего, конечно, поражает в кораблях. Ладно, подсвечивать подсвечиванием, но... Я, наверное, все-таки побью тогда эту стену сразу и со второй стороны. Плюс вот здесь от лестницы избавлюсь. Забиваю, чтобы потом меньше бить. Я пойду подсвечивать. Если все нормально, то лебедкой собирать. Я упал в мусор. И так сильно проваливаться, оказывается, умею. Вот это тоже? Отсюда. Есть. Осталось совсем немножко. Ну, пол поможет или мы все равно висеть будем? Один слой. До свидания, до свидания. Опа. Мы здесь остались. Hello. Лови. И этот забери. Ну ты кидок. Просто максимально четкий. Значит, вроде бы как все. Пока меня здесь не будет, я тогда сразу начну немножечко убирать. Пусть пособирает, ему полезно. А я улепетываю быстро. Что было? Ладно, не достаю. Но нужно проверять. Вот и оно. Все предельно четко, просто. Поэтому я говорил, с этого и нужно начинать. Очень удобно, очень быстро делается. Плюс после этого еще и в грузовик будет удобнее кидать. Так, а ты что забыл здесь? Кто у нас тут остался? Ты что, бессмертный? Проглядел. Ложечка. Сколько дошел сюда, сколько разбило, оно до сих пор подсвечивает. Это очень удобно. Так, а мне нужно сюда зайти. Вот, видно, он сместился.
Во, и отлично. Ну, как все светло, все красиво, все видно. Это Mozilla, давай, собирай обратно. Полетели убирать. Есть. Мне меньше наводиться. Да. И все равно я упал. Итак. Вниз наверх. Получается груз. Получается он мешает. И мне нужно отбивать как-то вокруг него, так, чтобы его не зацепить. Потому что я как раз еще немножечко что-то могу поскидывать, несколько ящиков. Туда, если они у меня будут. Ну, погнали. Может быть, там стены есть? Может быть, я только периметр отбиваю, а потом оно само все упадет? Тогда мне нужно груз отправлять. Ну давай, если профукаю груз, это будет печально, ну сразу и узнаю. Да не, наверное, весь пол все-таки отбивается. Верхний слой соберу. Заодно немножечко загружу еще груз. Потом его отправлю. Как раз в это время еще закончит работу крановщик. Будет свободная очередь. Не, эта хрень все равно держится. А если тебя здесь отбить? Не, просто плевать. Да изощряться, подходить теперь. Да, их все нужно будет бить. Ну, здесь в идеале проходиться магнитом, потому что очень много ресурсов, поэтому крановщик освободился. Зовем его на помощь и добиваем весь пол. Все, переживать не за что. Груз отправлен. О, вот это долбежка, погнали. Есть пропущенные, конечно. Нужно будет еще сверху, значит, встать. И магнитиком собрать. Я не буду сразу большие очереди давать, чтобы видеть, куда его потом направлять дальше. В это время сплошняком корпус. И такая махина огромная. Ну, ладно. В любом случае, я могу разве что посмотреть, чтобы все крепления были отсоединены. Например, вот этот... это не корпус. Точнее, это корпус, он из заклепок. Давай, только попади. Мне не нравится. Во, вот так. Тут готово.
Корпус отсоединен, это явно. Нам нужно знать, когда он все пособирает, освободится магнит. Здесь все. Пока я не лезу вниз, мне там делать нечего. Здесь тоже нужно будет еще много всего разбираться. Но опять же, пока у меня есть время, я хотя бы чем-то займусь. Стою попилю, потому что следующая как бы нас будет ожидать как раз эта часть. Здоровяка этого. Или что, или очереди нет. Отлично. Но перед тем, как забирать, ты еще раз пройдешься и соберешь весь этот мусор. Его, кстати, тут практически и нет. Тут 2. Отлично. О, нормально. Давай здоровяка пока открепим. Мне нужно будет быть поаккуратней. Заодно сюда попал. Заодно это сделал. И вот это. И дверь сломал. И посмотрел. И чё? И ничего нет. И значит тогда посмотрим в эти двери. Что с этой? Отключено? Эту я закрывал. Отлично. Значит, можно будет с этого корпуса как раз убрать, потому что немного ресурсов, вызывать кран нет смысла. Скоро можно будет убирать. Кто там? Освободился, пацан? Отходим. Можно даже с улицы это сделать. Если бы, если бы выйти можно было нормально. И ляп. Это тебе подарок. Давай, чувак, подъезжаем. Сейчас посмотрим, насколько он меньше станет. Это заберу. Мое. Все уплочено. И все. Кораблик-то остался без хвоста. Без достаточно большой части, в принципе. А она была очень даже легкая. Буквально за полчаса справились вот таким объемом корабля. Ну, естественно, работы еще вполне предостаточно, и будем делать мы это с тобой уже в следующей серии. Вон, труба уже как бы намекает, что пора ее разбирать. А на этом мы заканчиваем. Всем большое за просмотр. Не забывай подписываться, ставить лайки, писать комментарии. До следующего разбора и всем пока.